Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. На улице плюс 35 в тени, но на солнышке, наверное, еще больше. Ездить на велосипеде сейчас очень проблематично, очень жарко. И я решила приехать в Сая парк. Давно я здесь не была. Хочу зайти в магазин «Манго». И, как всегда, друзья, я вас беру с собой. Кому будет интересно, присоединяйтесь. И пойдемте посмотрим, что здесь есть. Есть ли скидки сейчас, все-таки лето. Я вас приглашаю. Пойдемте смотреть. Сейчас мы зайдем в магазин «Манго», посмотрим, какой ассортимент, какие платья, кофточки, в общем, посмотрим все, что есть. Как всегда в начале на манекенах платья, юбки. Магазин такой не очень большой, но посмотрим, что предлагают нам на лето. Вот такие, это брючки. Вот такая модель. Такой, знаете, хлопок, но плотный. На вешалке написано «Индирим». Посмотрим, сколько цена. Сейчас цена 1300 лир. Была 2300. Скидка хорошая, я думаю. И цвет, смотрите, еще есть немножко другой. Вот такой рисуночек. Уже вытаскивать не буду. И к ним есть вот такие же топики. Это можно как костюмчик подобрать. И сейчас посмотрим, сколько стоит. Стоит 1000 лир. Ну, без 1 лиры. Музыка играет. Это плохо, конечно, но что поделать. Такие брюки, знаете, вязаные. Ну, для лета, для нашей жары это очень жарко. А стоят такие брючки тоже 1000 лир. Здесь более плотный такой трикотаж. Но вот это вот как бы более легкая модель. Вот такая она. Темно-коричневый шоколадный цвет. Не очень камера передает. Но глянем сколько. 1400 лир. Вот так выглядит весь магазин. Есть джинсы. Разные такие, какой-то сарафанчик. Вот так горловинка сделана. Идет поясочек. Но он очень такая плотная вязка, знаете. 1400 лир. Очень жаркий будет на лето. Вот спинка открыта. Сам сарафан очень интересный. Но на такие вещи должна быть фигурка просто идеальная. Ну а дальше джинсы. Они разные есть. Видите, какие с рисунками такими вышиты. Кружочки. Сколько приблизительно сейчас посмотрим. 1800 лир стоит. И вот здесь такие вешалки. В основном идут сарафаны, платья. Ну, давайте приценимся. Вот такая моделечка беленькая, да? Длинный. Ну, такая она хбшечка, но очень плотная. Она с чехлом идет, поэтому жарковато. 1700 лир такой сарафанчик стоит. Он есть белый, такой лиловый цвет. Вот так, я не знаю, камера не очень, наверное, передает. Ну, вот такой цвет. И дальше есть такие горохи. Немножко другая модель уже идет. Приталенные, они с такие вставки, видите, как бы. И клешеный. Вот такая модель. 1700 лир стоит. Сарафанов очень много в ассортименте. Есть и цветные. Вот такая модель. Низ клешеный. А стоит он 2500. В большом количестве сарафаны, платья. Есть однотонные с рисунками. Ну, а на стеллаже здесь в основном джинсы. Нету цены. Ну, такая модель зауженная немножечко. Вот рядышком я смотрю, сколько? 1100 лир сейчас стоит. Здесь очень много разных джинс. Эти 740, ну, 750 лир. Широкие такие модели. Есть в вишневом цвете. Такая коричневая модель с горохами. 750 лир. И очень широкие, прям я не знаю какие. Обалдеть, какие широкие джинсы. Но они такие тяжеловатые и плотные. 1300 лир стоит. Вот. А так, видите, очень много сарафанчиков, вязаные кофточки такие. Знаете,
китайском стиле напоминают. Такая горловиночка интересная, вязаная. Как будто крючком кто-то вязал, да? Интересная модель. А сколько она стоит? Сейчас я поверну, посмотрим. 1500 лир. Ну, все без 1 лиры. Как везде, во всех магазинах любят округлять, поэтому вот такая еще кофточка. Но это уже более теплая. Как-то она висит так кривенько, не очень. Вот такой трикотажик. Сколько она стоит? 2300. Вот так в ассортименте вязаные джемпера. Вот такая, знаете, как жакетик такой плотный. Стоит 2000 лир без 1 лиры. Ну такая, знаете, вот накидочка, как жакет. Плотный такой, такая вязка. Такой рисунок. Поближе покажу вам. Чуть дальше здесь платье. 1700 лир. Знаете, на мысик такая горловинка, ну по бокам вот видно будет тело, как видите, вставочки с одной стороны и с другой стороны. Она длинная, почти в пол идет и вниз клешеная. Вот такая тоже вот модель 1300 лир. Вот так воротничок получается. Защипы такие на талии, есть пояс и как халатиком сделано. Видите, тоже такая длинная. Легенькая. Но это, скорее всего, штапель. Такая модель. Ну, такая какая-то непонятная синтетическая модель. Вот так горловинка. Просто все пестрое. 1300 лир стоит. Не очень какая-то моделечка. Она еще есть в таком темно-коричневом цвете. Такая, видите, похожая на нее. Горловинка мысик. И по бокам такие вот вставочки, они затягиваются немножко, можно затянуть. Вот это какая-то такая модель. Цвет оливковый, даже ближе к хаке. Стоит 1700 лир. И такая длинная. Просто на резиночке присобранная, спущенный рукавчик. Ну, жарковатая. Типа, знаете, как не хэбэшка, а плотная такая. Как плащевочка даже напоминает. Такой сарафанчик, платье-сарафанчик, рукавчик-крылышки, вырез красивый, горловиночка, кокеточка под грудь. Модель такая интересная. Со спины, как сделана здесь резиночка, видите? И стоит такая модель 1700 лир. А так большой выбор, видите? Платья, сарафанчики. Есть такие, комбез, наверное. Да, комбез, видите? Вот брючки. Вот такой комбинезончик. 1700 лир. Тоненькие бретелечки. Это спинка. И вот так горловиночка. И вперед сделан выточки. И кармашки по бокам. А брюки сами по себе очень широкие. Прямая модель до низа. И костюмчики. Много всего. Брюки. Какие посмотрим. Вот беленькие. А не видите, какой рисунок идет? Вверх со шнуровка такая сделана. Широкие. Как бы боковая вставка идет здесь. А цена таких брюк 200. Ну, есть немножко другая модель. Она подешевле 1700. Это вот лен. Сейчас сниму. Смотрите. Модель классная, прямая совсем. Резиночка по талии. Такая отделочка, видите, где гульфик, вот пуговки. Есть карманы. И прямая широкая модель. Очень классная. Вот это хорошая модель. 1700 лир. Их здесь 3 штучки висит. Ну, нужно смотреть, какие размеры. Эска, маленький размер. Причем расцветки есть. Смотрите, вишневый такой цвет красивый. Есть темно-коричневый, шоколадный и черный цвет. Это же модель. А есть рядышком вот такая модель. Она с лампасами. Поясочек. Прямая вся модель. Сколько она стоит? 2000 лир без 1 лиры. Такие цены. Брюк очень много, разные.
И на стоечках вот рядышком здесь такие есть. 1700 лир. Вот такая модель. Карманы, защипы, полоска. Прямые и с обратной стороны вот так выглядят. Хорошие модели. Музыка играет. Боюсь, чтоб YouTube не забанил. Вот эта ниточка как-то торчит. Ну, в общем, вот такая еще модель. Брючки. Светлые. Внизу стоит обувь. Ну, такие в основном туфли. Темные. Здесь тоже брюки все. И дальше уже такие офисного плана. Есть однотонные, есть такая полоска, видите, для офиса. Ну, более прямые, широкая модель. Материал вот такой. Вот. Они в ассортименте есть, видите, и однотонные, и полосатые, и клеточка. Ну, а дальше идут уже пиджаки. Посмотрим, уже больше такие, сколько они, 1800 лир. Ну, такой пиджак женский стоит. И рядом джинсовый, такой как кардиганчик, 200. Но тоже жарко. Сейчас эти вещи очень жаркие. В большом ассортименте есть шорты. Они какие-то идут более коротенькие. Вот такая модель. Это более короткая. Цены пока не вижу. Но посмотрим вот на другой. 1700. И есть такие немножко подлиннее, уже как джинсовка. Такой лимончик. Прям цвет лимонный. И сколько она стоит? 1200 лир. Еще есть вот такие для модниц. Ну, это хорошую фигурку нужно иметь, шитье. Вот такая моделечка. Стоят они 1700 лир. Это на худеньких очень красиво, когда ножки длинненькие, стройненькие. Ну, так все выглядит. Здесь рубашечки такие, ну, в основном шелк идет. Офисного плана рубашки все практически. Более строгие. Ну, вот такая еще есть модель. Смотрите. Так, 1300 лир. Вот так выглядит модель. Она шелк. Такой искусственный шелк. Знаете, к телу будет даже колоться, мне кажется. Очень много вещей. Есть юбки, шитье. Такая, видите, верх резинка. Вот она внутри проходит. А низ вот такая прям кайма. Это плотный хлопок. Сколько же она стоит такая? Сейчас посмотрим. 1800 лир. Вот так все выглядит. Дальше там примерочные есть. Разные сарафанчики, платьица. Вот такая модель. Чем-то напоминает, знаете, как 50-е года. Вот приталенная, вырез. Она немножко, я думаю, колено прикрывает. И сзади, сейчас поверну удобнее. Вот так, видите, как сарафанчик сделано. А стоит 1700 лир. Ну, тоже такие вещи нужно на идеальную фигуру, чтобы они хорошо смотрелись. Ну, обычно такие идут маленькие размеры. Вот видите, XS, S. Я не знаю, ну максимум, наверное, до M. Вот такие еще беленькие сарафанчики. Они, видите, как шитье. Полностью все, видите. Очень интересная модель. Но сейчас вот так, видите, вперед, где грудь, а спинка просто все открыто. Все открыто. Это надо, да, очень прям худенькую, маленькую грудь. Сколько стоит? Не вижу, цены нету. А вот на другом платье вот цена 1500 лир. И рядышком есть такие кофточки. Вот смотрите. А нет, это даже платье, я думала, кофточка. Оно не длинное, капелька сделана, как в китайском стиле, горловинка. 1700 лир. Не длинная, будет где-то до середины колена. Вот такая модель. Плотный такой, знаете, вязаный такой трикотаж. Вот я поближе вам показываю. Здесь стоечки стоят такие футболочки, висят все.
Вот такая, смотрите, модель. 500 лир стоит. Ну, они в ассортименте. Рисуночки разные, но видите, как одевают. Вот меряют все в тональнике или в помаде. Вот такие рисунки. Вещи разные. И футболочек, топик. Вот полностью стеллаж. Очень много. И еще здесь также есть джинсы. Все очень такие плотные. 1200 лир. В основном цена на все модели. Они зауженные, не широкие. Ну, а наверху уже такие более широкие модели. Вот она прямая, широченная модель. Стоит 1100 лир. Ну, вот эта модель чуть дороже. Это 1200, но еще плотнее. Вот с таким низом. Много всего есть. Какие-то кофточки такие лежат. Видите, отделка, пуговки. Но это трикотаж очень плотный. Сейчас его невозможно одеть. 1200 лир. Такая маечка стоит. И рядышком немножко подешевле. Но это уже более хлопок такой футболочный. Видите? И вот такая кайма. 750 лир. А так вот такие модели, маечки. Есть такие с кружевами. Сколько она? Такая модель. 1200 лир. Такой бледно-бледно-лиловый цвет. Так все выглядит. Ну, а здесь единичные модели, тоже топики такие. Ой, немножко слетел. Видите, на вот такой штучке на плечике. Сейчас повешу. Не очень удобно держится на вешалочках, поэтому иногда слетают. Вот так все выглядит. Есть ажурные такие, видите, вязка. Сделана горловиночка такая, вот, чтобы вам видно было. Отойду немножко дальше. Вот так она зашита. И тоненькие завязочки завязываются на шее. Вот такие еще топики. Они пришиты пайетки, но тоже, видите, какой плотный трикотаж. Я не знаю, в 35 такой носить с ума сойдешь. 1500 лир стоит. Вот так. Шорты здесь 1700 лир. Но они коротенькие, совсем коротенькие. Вот там еще стоечки. Немножко пройдем сюда вперед. Здесь немного есть бижутерии. Украшения, браслеты вот такие интересные. Смотрите, как сделан, да, браслетик. Сколько стоит. Тут неудобно отцеплять. Я не знаю, может на каком-нибудь другом браслете. Вот так еще, смотрите. 700 лир сейчас стоит. Ну, я думаю, они практически в одну цену будут. Украшения в ассортименте. Цена плюс-минус 800 лир. Вот такие серьги, клипсы. Вот такие интересные. Видите, как сделаны. Браслетики. Такие еще сережечки. Да. Ну, кто любит бижутерию, можно что-то выбрать. Я не могу носить бижутерию, у меня сразу аллергия, распухают уши, мне только золото. Даже серебро не могу одевать. Но какое-то время, я помню, раньше я могла носить серебро, потом не стала носить, потому что аллергия ужасная. 1200 лир, вот такая кофточка. Видите, как на пуговиках. Ну, очень жаркая. Сама форма красивая, на худенькую будет сидеть идеально, но жарковато. И вот такие разные, видите, комплектики. Ну, как бы в китайском стиле, видите. Легенький-легенький такой жакетик, воротничок, стоечка. Он коротенький, 2300. Длинный рукавчик, как морлевка. Очень тонкий, нежный. И вот такой еще платьице. Вот так, горловинка. Здесь такие вставки, видите, непонятно. То ли их завязывать, то ли они должны висеть. Вот как-то непонятно сама по себе модель. Видите, как будто шарфик какой-то завязывается. И сколько же она стоит? Такая модель сейчас посмотрим. 3700.
Такой цвет, знаете, кофейная полоска и темно-синяя. Ну, вот так все выглядит в этом магазине. Я вышла из магазина Манго и, ну как, мое мнение. Ну, это мое мнение. Да, вещей полно, но что-то интересного, которое стоило бы денег, ничего не нашла. Ну, обычные какие-то, знаете, не цепляет глаз, не знаю. Сейчас пройду в сам Сая парк, хочу посмотреть, что там есть, и еще зайти в Мигрос, посмотрим. Есть ли рыба сейчас, по какой цене. В общем, кому интересно, приглашаю, присоединяйтесь, пойдемте дальше смотреть. Заходишь в сам магазин, торговый центр. Здесь так свежо, хорошо. На улицу выходить не хочется. Сейчас хочу дойти посмотреть в сторону пижамок. Какие там сейчас есть пижамы. И посмотрим. Я не знаю, в Вайкики стоит туда заходить или нет. Как-то я давно была. Не знаю, особо ничего не было, но может и зайдем. Зайдем, посмотрим, какие пижамы и купальнички здесь. Вот такие нас встречают слитные купальники. Сколько они стоят? 900, ну 1000 лир без одной. Вот такая моделечка. И на манекене вот такая модель. Видите, накидочка стоит 500 лир и купальник. И вот они разные. Животик видно немножко. Вот такая модель. Тоже 1000 лир стоит. Вот здесь очень много купальничков. Посмотрим. Вон как объявляют все. Какие-то это подростковые, наверное, или на маленькую грудь совсем небольшие. Вот такие купальнички в ассортименте. Есть цельные и накидочки вот такие, видите, легкие-легкие. Рубашечка 800 лир. Она совсем прям невесомая просто. Такой шоколадный цвет. На камеру немножко другой передается, но шоколадный цвет. Вот такие купальники. Сумки есть. Вот такая плетеная сумочка. 500 лир. И платья пляжные. 900 лир с разрезами. Есть синий цвет, а здесь есть такие сарафанчики. Ну, как-то повесили их, как попало. Вот они, видите, на шнурок. И вот так горловинка. Стоит 800 лир. И длинные в пол. Вот такая моделечка. Много купальников. Вот видите, как объявляют все. Блестящие. Ну, кто любит блестящие. Есть полотенечки. Вот эти они качество шикарные. Мягкие. 650 лир. И по 500 вот такая модель. Немножко отличается. Но по качеству они одинаковые. Просто, наверное, рисунок другой. Леопардовые. Кто любит леопард. Вот такие. Видите, выбор большой. Вот такая модель еще купальников. 1300 лир. Цельный купальник слитный. И наверху такие. Есть рубашки белые, удлиненные. Как туника 800 лир. Она такая тоже, видите, прям невесомая модель. И купальнички разные. Выбор большой. С этой стороны бюстгальтеры. Вот такие модели. 600 лир. Это пушап, видите, с прокладочками такими. А так в ассортименте очень много разных. Комплекты такие, видите. Все по отдельности продается. Рубашечка такая и трусики. Ой, какие пижамки классные, я смотрю. Такой нежно-розовый цвет. 1300 лир. Вот такая модель, смотрите какая. Очень приятная. Это комплект. И идут длинные брюки. Очень классная. Она причем, вы знаете, есть розовый цвет, а есть такой голубой. Очень красивый. И, по-моему, здесь есть такие. Сейчас попробую подвинуть. Очень плотно повесили все.
Так, как бы его немножечко удобнее. Сейчас я зацеплю за что-нибудь. А вот здесь, смотрите, получается такой топик, да, на тоненьких лямочках. Посередине идут пуговки. Ну, это большой размер, да, 2XL. 800, ну, 900 лир. Это комплект. И коротенькие шорты на резиночке. Вот так. 2 икса, это, по-моему, 52 размер. Ну, я смотрю, они, видите, сколько их? Очень много. Поэтому, я думаю, размеры есть. А рядом такая черная модель. Тоже все завесили очень плотно. Посмотрим. Тоже такая хорошая пижамка. Она, видите, атлас. Низ шорт кайма такая сделана. Все на резиночке. Угу. 1090, ну 1100 стоит. Модель хорошенькая. Видите, горловиночка, все сделано. Чисто черный цвет. Такой атлас. Ну, она и шелк, и атлас, как бы все более такая плотная. Вот видите, как завесили. Нету прям места туда. Плотно висят. И похожие вот такие, только рисунок другой, как я показывала. И вот это еще такая моделька интересная. Сколько же она тут? 1100 лир. Она просто черненькая, такая, как вот, как я показывала, видите, розовая, голубенькая. И такая же есть в черном цвете. Смотрите, как она дорого смотрится. Очень классная. Причем большой размер, да, 2XL. И здесь уже брючки идут длинные. Такая же. Очень удобная. Ну а дальше уже бюстгальтеры. Вот такая модель, смотрите. Сколько она? 700 лир. Ну, это очень такое боди. Видите, как фигурку надо идеальную, чтобы все это смотрелось красиво. Пижам очень много. Есть такие рубашечки с сердечками. Видите, как сколько она стоит? 700 лир. Эмочка. Один размер. А дальше висят вот такие модели черненькие, длинные брючки и с бантиками. А с этой стороны уже пижамки с лимончиками. 800 лир. Вот такие пижамки, длинные брючки. И шортики есть, все есть. В большом ассортименте вот такие собачки. Есть однотонные. Очень много всего. Такие бесшовные, видите, удлиненные. Вот эти как утяжечка, хорошенькие модельки разные. Есть вот такие маечки. Все в большом ассортименте. Здесь еще пройдем, посмотрим. Вот такая пижамка. Она, смотрите, какой хлопок. Стоит 1000 лир. Это комплект. И брючки на резиночке и длинные. Не шортики, а брючки. Так-то много. Есть и с мишками, видите. И вот такая интересная. Смотрите, какая-то моделечка. 700 лир. Это хлопок, клеточка. И здесь коротенькие, видите, такие шортики. Очень большой выбор. Такие тучки или ягодки, да, видите, малинка. Дальше пошло белье. Еще опять пижамки. Выбор большой. Вот такие еще, видите. Ой, какие они тоненькие. Такие шортики и маечка, наверное, да, сделана, да. Маечка. Стоит 900 лир. Еще очень много такие, видите, как рубашечки, да. Удлиненные. Такая пижамка. Стоит она 500 лир. Есть такие утята, цыплята. Видите, какие рисуночки. Длинные брючки и как футболочка. В большом ассортименте. Есть такие с мишками. Вот такие, видите. А сами шортики вот такие вишенки. Стоят они 700 лир сейчас.
большом ассортименте. И вот такие еще прикольные, видите, как футболочкой, да? И тоже такие шортики. Очень большой выбор пижам, поэтому кому интересно, можете заходить, всегда все подберете, всегда все есть. Ну а дальше там отделы уже женская одежда. Вот такие еще пижамки. Вот здесь есть и чемоданы. Такие, видите, пестрые. Сколько такой чемодан стоит? 2000 лир. Вот такой веселенький. И нежно-розовый. Большой чемодан стоит 2500. Вот такая модель. А здесь уже кофточки, футболочки, брюки. Большой отдел женский. Поэтому, кому интересно, можете зайти посмотреть не только пижамки, но и другую одежду. Я уже зашла в Мигрос. Хочу показать вам, кстати, какие цены на мясо. Смотрите, мясо шикарное, но цены еще больше. Просто с ума сойти. Такие цены. 10% скидка, но цена все равно 1124 лиры. Вот так все выглядит. Сейчас подойду к витрине с рыбой. Посмотрим, почем рыбка и какая. Кстати, хочу показать. Посмотрите. Есть витринка суши. Вот такие. И посмотрим, какая рыба. Рыба. Такая селедочная, видите? Но это не селедка, она похожа на селедку. Но это не селедка. Вот такие цены. Покажу медленно. Самон. Это красная рыба. 299,90. Барабулька. 700 лир почти. Такая. Это норвежский. Ну, морской такой самон, да. Стоит 500 лир. И такие цены. По скидкам сейчас рыбы нету. Здесь уже нарезанная. И чупра или дорадо 400 лир. Такая цена. Друзья, мы с вами немножко прогулялись, посмотрели одежду, пижамки, посмотрели большой выбор, очень много. И зашли в магазин Мигрос. Цену на мясо вы сами увидели. Надеюсь, вы в шоке от такой цены. Напишите, насколько у вас дешевле мясо или может такая же цена. Сейчас все так растет, просто не по дням, а по часам. Рыба есть, но акций пока нету, поэтому я брать не буду. Ну, хотя у меня, я покупала недавно 2 больших рыбины, солила все, поэтому пока есть, не буду пока брать. Мне приятно было с вами прогуляться. И как вы знаете, мы много чего не сняли, но обязательно снимем. И как всегда, я вас возьму с собой. Ну а на сегодня, друзья, всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. По магазину ходят с тележкой. Тарахтят, в общем, невозможно, как говорится, говорить. Ладно, ребята, всем пока-пока. До скорой встречи в новых видео. Я вас жду.